Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Пытаясь избавиться от человека, пристававшего к Ханчеру, Мелих видит его и спасает от него. Хорошо избив этого человека, он оставляет Хансера в доме своего брата. Между тем, когда они встречают Джихана, Джихан завидует Ханчеру, и пока они толкаются и толкаются, Хансер встает между ними и останавливает их. Пока все соседи смотрят, что с ними происходит, приходит Джемиль, отсылает их обоих и сажает Ханчера внутрь. Хотя Даггер объясняет, что произошло, и говорит, что все в порядке, он не может ее убедить. Когда выходит Джемиль, и Дерья настаивает, что если ты не можешь сидеть достойно, тебе следует остаться в доме мужа, Ханчер злится. Когда Гульсум видит, что произошло, и рассказывает Бейзе, Бейза спрашивает, о какой чепухе вы говорите, когда мой муж находится за границей, Гульсум говорит, что я это видела. Затем, когда Бейза позвонила и рассказала об этом отцу, отец остановил ее, чтобы она не создавала проблем. Когда Гульсум приходит на кухню и намекает Фадиме, что смотрит на Ханчера, Фадиме злится и хватает ее за волосы. Приходит Бейза и говорит, что ты делаешь, я не хочу таких вещей на кухне. После случившегося Ханчер звонит Мелиху и извиняется. Мелих узнает, что Ханчер беременна, и говорит, что как бы хорошо вы ни заботились, каждому ребенку нужен дом. Несмотря на то, что Йонка находит оправдание, чтобы помешать Нусрету взять одеяло, которое он спрятал в своем телефоне, Нусрет настаивает на том, чтобы взять одеяло и спуститься вниз. Бейза отводит Гульсум в сторону и ругает ее, говоря, что не следует говорить о том, что везде слышишь. Джихан думает о прекрасных моментах, которые он пережил с Ханчером, и грустит из-за их разлуки. И после всех хороших времен он вспоминает момент их окончательного развода в зале суда. Потом он говорит, возможно, все и закончилось, но ты не можешь делать все, что хочешь. Йонка хватает телефон с одеяла и идет наверх. Пока Бейза сидит за столом один, за столом сидит госпожа Мукаддер и говорит, принесите мне услугу. Когда я поворачиваюсь к Бейзе и говорю, что Джихан скоро вернется и давай вернемся к нашему прежнему порядку до его прихода, Бейза говорит, что ты хорошо подумала, мама. Ханчер разговаривает со своим ребенком и хочет, чтобы некоторые аспекты ее личности напоминали ее отца. Разговаривая со своим отвлеченным ребенком, Дерья говорит, ты не подошел к столу, я принесла тебе еды. Когда Хансер говорит, что у меня плохой желудок, Дерья говорит, что ты часто такая в последнее время, я отвезу тебя к врачу. Он игнорирует этот вопрос, говоря, что кинжал не нужен. Когда Дерья Джихан говорит о том, что он до сих пор тебя не забыл, Ханчер говорит ему, что у Джихана совсем другая жизнь, все останется в прошлом, и мы будем делать вид, что этого никогда не было. Бейза обеспокоена выздоровлением Гэжи Мукаддер и говорит Гульсум, с этого момента я не могу опережать ее. На этот раз капни ей в воду 3 капли. Когда Гульсум говорит, что не пускает меня в свою комнату, она не будет ничего есть и пить из моей руки, тогда Бейза велит ей бросить это на еду и говорит, нет, сестра Фадиме, она тоже выполняет службу, она очень дотошный и не дает мне с этим справиться. Когда Дерья просит Хансера работать усерднее, Хансер говорит, что ее беспокоили ухаживания этого человека во время последней работы по уборке стройки, на которую она ходила. Когда Дерья говорит, я выполняла эту работу все эти годы, никто не мог найти в себе смелости. От меня, говорит Ханчер, хватит, невестки 2, ты говоришь о моей чести, я такой человек. Дерья говорит, что тогда ты либо пойдешь и возьмешь свою долю от Девелиоглуса, либо подпишешь подпись на уборку конструкции. Когда Ханчер в гневе выходит из дома, она обнаруживает перед собой Джихана. Когда Джихан хочет поговорить с Ханчером, Хансер говорит, что у меня нет времени, я опаздываю на работу. Когда Джихан спрашивает, собирается ли он убираться, Ханчер отвечает, что неважно, откуда берутся деньги, которые я зарабатываю своей честью. Но Джихан определенно не хочет, чтобы он выполнял эту работу. Пока Синим завтракала со своим отцом, отец спросил ее о Мелихе, Синим рассказала ему, что произошло, и купила мне кольцо. Она хотела немедленно выйти за него замуж, но я не хотел причинять вред Мелиху. Джихан.
Когда Джихан говорит Ханчеру: «Я не могу без тебя, ты не понимаешь. Я не могу провести без тебя ни день, ни ночь, почему тебе нравится бегать за ним?» Хансер поднимает руку и собирается, чтобы дать ему пощечину, но Джихан держит его за руку. Пока Дерья убирается, она замечает звонок телефона и думает, что госпожа Мукаддер звонит Хансеру, думая, что ее беспокоит уборка. Когда Йонка собирается заговорить, у нее разряжается аккумулятор. Пока Джихан и Ханч разговаривают с глазу на глаз и говорят: «Не оставляй меня без тебя сейчас, если я поддамся на это, я не смогу снова сдаться», у Джихана звонит телефон, и это Бейза. Пока Джихан говорит, Хансер уходит. Когда Бейза говорит, что наш ребенок хотел услышать твой голос, поэтому я позвонил, Джихан говорит, что мы поговорим позже. Бейза говорит, что мне делать, когда он так сильно пинается: «Заканчивай работу быстрее, давай, у нас мало времени». Даггер, с другой стороны, плачет на улицах и говорит: «О боже, помоги мне, его ребенок у меня в утробе, что мне делать, пока мое сердце бьется за него». Йонка ищет зарядное устройство по всему дому, и когда она думает, что нашла его, приходит Нусрет и спрашивает, что вы ищете. Говорят, что кинжал сидит в стороне и злится на себя. «Почему ты позволяешь ему преследовать тебя? Почему ты смотришь ему в глаза? У него есть срок, и у него будет ребенок». Джихан ищет его по улицам, но не может найти. Пока Нусрет давит на Йонку, спрашивая, что ты там делаешь, его телефон звонит, и госпожа Мукаддер звонит и спрашивает, как дела у Янки. Когда Нусрет сказала: «Нет, все в порядке, посмотрим, когда позвоните». Когда госпожа Мукаддер сказала, что у девочки сильно опустился живот, когда я приходил в прошлый раз, и она родит сегодня и завтра, Нусрет говорит: «Дон, не волнуйся, все готово, приготовь подгузник, который ты наденешь внуку и невестке». Когда он вешает трубку, он злится на Йонку, говорит: «Ты невежественна», и отправляет ее наверх, в ее комнату. Когда Ханчер идет подписывать коммерческую сделку, там также присутствует человек, который приставал к нему. Когда мужчина продолжает ее преследовать, Ханчер уступает женщине и говорит: «Я не хочу иметь дело ни с кем, кроме тебя», и уходит, подписав документ. Когда Джихан объясняет, что ему не удалось убедить Энгина и Хансера не ходить на уборку, Энгин говорит, что вы разведены, он сам выбирает свою жизнь, вам не следует вмешиваться. Когда Джихан говорит, что выбранная им работа влияет на мою жизнь, я вмешаюсь, мое решение ясно, Энгин говорит, что его решение ясно, что мы теперь будем делать. Пока Дерья ждет звонка Гэжи Мукаддер, Гульсим звонит ей по номеру и говорит, что хочет позвонить ей на уборку. Дерья дает номер, говоря: «Я больше не пойду на уборку, я посылаю сестру, вместо этого позвольте мне дать ей номер агентства, с которым она связана». Когда Джихан приглашает Энгина провести вечер вместе, Энгин говорит, что я иду в дом к сестре и мне нужно забрать ее вещи, Джихан говорит: «Позволь мне пойти с ним», но Энгин не соглашается. Затем, когда Энгин Мукаддер сообщает Гэже Мукаддер, что с ним невозможно связаться, Джихан немедленно звонит Гэже Фадиме и спрашивает о ее матери. Когда Бейза узнает, что он с ней разговаривал, она забирает у него телефон. Я позвонил Джихану, чтобы поговорить с мамой, и когда она сказала отдать телефон моей матери, Бейза взял его и отдал ему. Когда Джихан спрашивает, почему телефон выключен, госпожа Мукаддер не может сказать, что она оставила телефон Йонджи. Бейза спрашивает, почему у тебя выключен телефон. Ты хотел привлечь внимание Джихана и заставить его немедленно прийти в особняк. Госпожа Мукаддер старается не рассказывать об этом Бейзе. Когда Хансер возвращается домой из клининговой компании, Дерья говорит ему, что ему повезло. Когда Ханчер уходит от него, говоря, что отныне он не будет ходить на строительные работы, Дерья говорит, что это тоже хорошее настроение. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.